Меня зовут Мария Арискина, мне 29 лет. Я стилист и хозяйка ювелирной марки «Прощай, Офелия». Я занимаюсь созданием украшений, преимущественно из серебра, иногда работаю с бронзой или с латунью. Кроме металла я использую в своих работах фрагменты растений, морские ракушки, галька, винтажные камни, части каких-то старых украшений, которые были использованы для создания чего-то нового. Сегодня я проведу вам небольшую экскурсию по секондам, которые находятся в районе станции метро Курская. Именно здесь находится моя мастерская, и часто до или после работы в ней я отправляюсь на поиски каких-то интересных вещей на вторичном модном рынке. Это уникальный проект с винтажной одеждой. Его владелица Катя собирает модные, характерные для разных эпох вещи со всего мира. К тому же этот магазин делит пространство с магазином комиксов. Можно классно провести время, вдохновиться, полистать интересные книги по дизайну и после этого, например, примерить красивое платье. Мы открылись в конце марта, и вот сейчас только начинаем разгоняться. Не было страшно во время пандемии принимать такое решение? Страшно стало потом. Дух авантюризма, он такой, он захватывает, и ты не продумываешь сразу все. Такой, надо брать и делать. И мы взяли и сделали. Пространство заточено под то, чтобы люди приходили, здесь как-то общались, потому что мы еще тут мероприятия всякие проводим, там свопы. В эти выходные будут поэтические чтения. Еще в планах всякие киносеансы и т.д. Стиль — это шрифт, это ваш способ рассказать о себе. Это манера не только одеваться, но и, в принципе, быть. Шопинг в секондах отличается от шопинга в обычном торговом центре. Это в первую очередь приключения и исследования. Вертикаль — это мужской секонд. Часто в обычных секондах бывает не очень хороший выбор мужской одежды, поэтому здорово, что ребята сделали проект, посвященный именно классным мужским вещам, и к тому же там они преимущественно брендовые, где-то из middle сегмента. Мира, расскажи, пожалуйста, какие люди чаще всего приходят в магазин? В основном те люди, которые ищут именно брендовые вещи, но не готовы платить огромные деньги, но при этом они любят именно качество, с лейблом и яркие вещи. В наше время к нам начали приходить вот категории от 40 до 55. Искать вот именно байковые рубашки или вот уникальные курточки, которых сейчас уже нет. А где вы находите обычно такие вещи? Обычно это Англия, Германия, Польша. Кто-то сдает комиссионки, и у нас мониторятся. И мы сотрудничаем с этими людьми и переправляем к нам. Я заметила, что все вещи в прекрасном состоянии, и еще очень любопытный момент, совершенно нет вот этого характерного запаха секонд-хенда. Это какой-то секрет? Да, секрет в том, что мы те вещи, которые действительно имеют очень специфический запах, к сожалению, попадают к нам такие вещи, мы их вымачиваем в особенном таком растворе. Это холодная вода, кондиционер и немного капелька лимонного сока. Остальное — химчистка, стирка, отпаривание и глажка. Мы старались не превышать ценовых категорий, чтобы люди все-таки остались у нас и хотели приходить, возвращаться. Мы совсем ненадолго зашли в лавку радости, и буквально за 15 минут я успела собрать несколько образов, и один из них для Кати, основательницы магазина. Люди приносят сюда ненужные им вещи, обувь, посуду, книги, сувениры, а мы за пожертвования их отдаем. Эти пожертвования превращаются в новые дома для погорельцев, помощь многодетным, малоимущим, бездомным. Это полноценный благотворительный фонд. Вообще лавка — один из моих любимых магазинов. Мне очень нравится, что здесь можно найти не только одежду, но и какие-то интересные предметы быта, декора, даже лыжи или бытовую технику. Сюда можно принести все, и это превратится в деньги. Павло побеждает зло. Можно принести в любую из 3 наших лавок, можно привезти на склад. Если вещей очень много, мы можем прислать нашего шофера.
как магазин работал во время пандемии, как вообще пережили этот период? Ну, тяжело, как и вся страна. В пандемию мы, естественно, не работали. Но как только опасность немножко снижалась, мы открывались, и люди с радостью приходили и приносили вещи. А здесь же не только магазин, здесь общение. А это очень важно. Еще один образ я успела собрать для Оли. У Оли был интересный запрос. Она хотела совместить женственный, такой немножко секси-стиль с чем-то более рокерским и дерзким. Мне кажется, у нас здорово получилось. Оля, повернись, пожалуйста. Вот, нашли замечательную джинсовку с интересными фигурными шипами. В общем, такой вот получился образ. А мы отправляемся дальше, потому что хотим показать вам еще один очень интересный магазин. Друзья, мы находимся в магазине Relove. Это очень интересный магазин нового формата. Полина, расскажи, пожалуйста, о том, как работает проект и что он из себя представляет. Да, Relove Moscow — это проект, которому уже 2 года. Мы ресейл-проект. Что это значит? Это значит, что мы перепродаем вещи новые, либо в идеальном состоянии, которые нам сдают девушки. Это обычно либо инфлюенсеры, либо просто девушки, которые хотят найти вещам новый дом. И самое главное — это то, что мы придерживаемся единой концепции нашего ассортимента. У нас можно найти идеальную базовую капсулу, и это всегда вещи middle и middle-up сегмента. У вас очень красивое пространство. Вы устраиваете какие-то мероприятия здесь? Да, у нас часто бывают мероприятия. В последнее время мы останавливаемся на гараж-сейлах с блогерами. Часто девушки-блогеры присутствуют у нас здесь, в пространстве, с ними можно прийти познакомиться. Мы всегда это анонсируем. Иногда у нас бывают поп-ап мероприятия, джазовые вечера, иногда есть парфюмерные консультации и так далее. Полина, спасибо большое за рассказ. Очень здорово. Давай посмотрим, что сейчас есть в магазине. Да, конечно, с удовольствием. Мне хочется сделать процесс подбора и ношения одежды для людей приятным, радостным, творческим, чтобы их одежда была для них источником энергии, ресурсом, а не поводом для тревоги или какой-то неприятной рефлексии. Моя работа в большей степени сводится к тому, чтобы помочь человеку найти себя в своем шкафу, почувствовать, каким он хочет быть. Друзья, я надеюсь, что сегодняшняя прогулка вдохновила вас по-новому взглянуть на секонд-хенды и поддержать курс на осознанное потребление. Давайте вместе заботиться и о себе, и об окружающей среде. До новых встреч!